Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева. В этом видео я бы хотела рассказать и затронуть очень интересную тему, отвечая на вопросы тех, кто в поиске работы и в целом проанализировав ошибки, которые люди совершают на рынке трудоустройства, поделиться своим опытом и рассказать основные навыки, наверное, которые помогут вам найти работу, и какие навыки в себе развивать, и как себя презентовать на рынке труда. Друзья, когда вы ищете работу, это по сути есть и маркетинг в каком-то плане. Вы входите на рынок труда и продаете не товар, товаром в данном случае являются ваши знания, навыки, ваше время, которое вы будете в последующем отдавать работодателю. Поэтому здесь также действуют законы рынка и маркетинг. Я к чему это веду? К тому, что будьте готовы дать попробовать сначала бесплатно товар, как это делают, например, на прилавке магазинов. Когда вы уверены в качестве своего продукта, в данном случае вы уверены в своих знаниях, навыках, не жалейте, делитесь, тем более в Дубае, когда очень перенасыщенный рынок людей, которые ищут работу. И я очень часто на примере своих знакомых могу сказать также, что мастера разного уровня, профиля, люди разных профессий сначала работают где-то, может быть, на имя, на репутацию, дают возможность где-то, даже если вы подработали. Здесь одно дело, что вы идете бесплатно работать в хорошую компанию с последующей возможностью трудоустройства, либо показали свои возможности, и уже после этого сами работодатели будут за вами ходить. А более того, вы становитесь на каком-то этапе даже независимой, потому что когда у вас есть хороший продукт, качество, то на рынке уже, извините, тогда люди будут за вами строиться в очередь, потому что всегда не хватает качественного продукта. Особенно на этапе, когда вы только приезжаете, вас не знают, это один из таких хороших способов заявить себя на рынке, потому что у нас еще пока нет имени. Поэтому, друзья, предлагайте свои услуги, проявляйте инициативу, работайте на каком-то этапе даже, скажем, больше на имя, на показать свое качество работы. И после этого у вас будет хорошая очередь, хорошие доходы, и вы можете увеличивать уже свой чек. Еще один интересный маркетинговый, наверное, больше инструмент, может, маркетологи вы подправите, если вы в комментариях. Вот я заметила очень такую интересную особенность, и вот, друзья, вам тоже на заметку. Мы любим эксклюзив, мы не любим массовый продукт, когда люди соглашаются на любую работу, когда вы делаете резюме, массовая рассылка, когда на собеседовании вы говорите, да любую работу я готов. Это уже проявляет, что вы, в принципе, не лояльны к этому конкретному работодателю. То есть здесь уже видно, что вы можете, в принципе, понятно, что сегодня вы с ним, завтра с другим. У вас нет определенной четкой позиции, определенно того, что вы хотите. И такие люди, как правило, не привлекают ни на рынке труда, и товар также, вот если мы говорим в сравнении с товаром, если вам предлагают любой, вы не хотите любой, вы хотите тот, который именно к вам лояльный, эксклюзивный. То есть, если вы приходите к работодателю, будьте добры, изучите его, работодателя, скажите, почему именно вы хотели бы именно у этого работодателя работать. Этот инструмент, кстати, также работает, когда вы поступаете в университеты, да, вот мы пишем эссе, и вспомните, когда вы с детьми своими составляете или вы сами составляли, именно важно показать, почему именно этот университет даст вам лучшие базовые знания, хотя из всех, почему вы его выбрали. То же самое относится к работодателю, друзья. Вы должны понимать, что не только резюме адаптировать под определенного работодателя, когда вы ищете работу, может быть и несущественно, вот есть у вас, допустим, одно стандартное резюме, но если вы отправляете огромному потоку работодателей потенциальных одно и то же резюме, оно теряется, и вы потом жалуетесь. У меня часто спрашивают, почему мне никто не отвечает. Это потому, что вы не достучались, вы не нашли нужные инструменты, чтобы заинтересовать именно и показать, что вы хотите работать, и вы достойны, и желаете, и именно каким-то образом вот эта компания, она вам соответствует для того, чтобы и компания процветала, и вы получали развитие. То есть вот этот момент очень важно определиться, почему именно эта компания и каким образом вы будете именно в этом позиции приносить пользу. Друзья, в свете данного видео хотелось бы еще затронуть такие интересные навыки, которые сейчас на рынке проявляются, особенно на таком живом маркете, да, у нас рынке труда, как Эмираты. Это именно какие качества сейчас требуются для любого, в принципе, работника. Это
наверное, больше человеческие качества. Это когда вам отказ нет, или там, как это правильно сформулировать, чтобы вот именно донести мысль, что нужно стучаться во все двери. Если вам отказали где-то, если закрыли перед вами возможности, это не повод отворачиваться, уходить. Вам нужно подумать, как можно будет другим образом достичь цели. Может быть, очень часто, даже сейчас, когда я сама нанимаю работников периодически, если ты сдаешь задание определенному человеку, и если ему сказали нет, и он ушел, то этот работник, он многого в Дубае не добьется, я имею в виду в Эмиратах, в том плане, что очень часто здесь есть возможность обходным путем достичь результата, может быть, проявить креативность. И вот эти качества, они сейчас очень востребованы на рынке, потому что у людей, которые уходят на «нет», не стучаться в соседние двери, то есть и таких очень много, и их большинство, и они не привлекают. Хочется работать с людьми, которые сами могут решить проблему, и для них не существует именно такого вот недостижимого, невозможного. То есть, по крайней мере, сделать все возможное для того, чтобы достичь результата. В наш век еще очень важным, друзья, становится такой полезный навык, как находить информацию. Он коррелирует, наверное, с таким интересным тоже навыком, как налаживать связи. Друзья, очень важно находить информацию быстро, тем более вот сейчас, видя на международном рынке, очень все быстро меняется, и за информацию люди готовы платить, и тем более, если эта информация качественная, и человек владеет информацией, он владеет миром, не зря говорят, и в этом плане сейчас в информационном потоке важно не потеряться и правильно ориентироваться и самому, и находить решения. Очень полезным навыком, друзья, является возможность нахождения полезных контактов, и здесь очень хочется отметить, чтобы это не ушло в такую плоскость, знаете, выгоды получать. Нужно понимать, что налаживание контактов строится на взаимном выгоде, взаимовыгоде больше. То есть помогать людям в последующем, они помогут. Это строится только вот на основании как win-win стратегия. Если кто читал, есть 7 навыков высокоэффективных людей, где об этом подробнее расписано, можете прочитать. Это очень интересный философский такой трактат, рекомендую. Вот. Поэтому, друзья, налаживание контактов, наш мир, когда многие вещи решаются через других людей, через взаимодействие с другими людьми, это очень важный навык. Можно много говорить о разных полезных навыках, друзья, например, как анализировать информацию, быть самостоятельным, но я бы хотела остановиться на таком важном моменте, навыки, которые лично мне очень нравится находить в людях, и вот с такими людьми хочется работать, это те, кто умеет предугадывать проблемы. Мало знать, мало уметь решать, нужно еще думать наперед. Вот этот навык очень важный, когда, особенно в работе, в моей личной работе, это когда мы предугадываем возможные проблемы и предопережаем их. Нужно продумать стратегию возможности выхода из ситуации, если это пойдет не так, как мы запланировали, то есть иметь план А, Б, С. И этот навык предугадывать проблемы и предупреждать их, это очень хороший навык, которому я тоже рекомендую вам учиться и развивать. Друзья, это была такая попытка помочь, в принципе, обобщить информацию, наверное, которую вот за последнее время наблюдаю, когда люди ищут информацию, как найти работу. Если интересно, пожалуйста, задавайте вопросы, на какие темы мне можно было бы записать видео, поделиться с вами опытом. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае, и спасибо за внимание.